Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит на огороде не все в порядке. Желтеют листья огурцов, причина непонятна. Листья желтеют, вянут и сохнут на глазах. Урожай пропадает и что-то надо срочно делать, иначе последствия будут плачевными. Это видео я снимаю в конце июля, в самый разгар прохладных ночей, которые наблюдаются, начиная примерно с середины лета и сопровождаются частыми и холодными летними ливнями, выпадением прохладной росы на листьях огурцов по утрам. Если у вас такие же погодные условия, можете быть уверены, листья огурцов желтеют и вянут от быстро развивающихся грибковых заболеваний. Главное среди них – мучнистая роса и ложная мучнистая роса или пироноспороз. Как же отличить одно заболевание от другого? Очень просто. Обычно, как вы знаете, роса выпадает на поверхности листа, так и с грибковыми инфекциями. Если серый или желтоватый мокрый налет появился на поверхности листа огурца, это мучнистая роса. А если под листом, на его обратной стороне, то это ложная роса, ведь мы же знаем, что роса не может выпадать под листом. Значит, у ваших огурцов грибковая инфекция под названием ложная мучнистая роса, или, как ее еще называют, пироноспороз. Пироноспороз – грибковое заболевание, которое развивается при повышенной влажности воздуха и почвы и при понижении температуры воздуха ночью ниже плюс 18 градусов Цельсия. Во второй половине июля пироноспороз – распространенное явление. Инфекция проявляется и в открытом грунте, и в теплицах. На листьях сверху образуются расплывчатые желтые или красно-желтые пятна, а снизу под листом сероватый мучнистый налет, так называемые канидиеносцы, гифы мицелия гриба, которые несут споры, канидии, структуры, которыми грибы, поразившие огурец, собственно говоря, размножаются. Те, кто знаком с микробиологией, хорошо знают, насколько опасны споры грибов. Как-нибудь я об этом расскажу в одном из своих следующих видео. Но если вы встречали грибы-дождевики, разбрасывающие свои споры во все стороны, как только ты их тронешь, то уже имеете представление, что такое канидиеносцы. Это такие себе микрогрибы-дождевики, которые тоже вовсю сорят спорами, сидя под листьями ваших огурцов. Что способствует развитию пироноспороза на огурцах? Растения, кусты и деревья, соседи, которые могут быть переносчиками пироноспороза. Излишняя влажность воздуха и почвы, а также загущенность посадок огурцов, которая усложняет проветривание. Помните, в одном из видео я говорила о том, что лучший помощник огородника в борьбе со всякими грибами и гнилями – это солнце. Пироноспороз не исключение. Если погода влажная, канидии сохраняют свою жизнеспособность несколько дней и заражают огурцы. А если сухая и солнечная, под действием солнечного света они быстро погибают. Но если вы своевременно не позаботитесь о профилактике и лечении огурцов, пироноспороз может привести к полной гибели растений и потере урожая. Какие же профилактические меры помогают от пироноспороза? Вот короткий список. Первое. Посадка огурцов в хорошо освещенных солнцем проветриваемых шпалерах. Второе. Мульчирование почвы под огурцами сеном или соломой. В такой мульче со временем селится сенная палочка, которая угнетает развитие пироноспороза в почве. Третье. Регулярная профилактическая обработка огуречных плетей и почвы биологическими фунгицидами, фитоспорином, триходермином, свежей и теплой молочной сывороткой или даже кефиром. Вот рецепт, как приготовить водный раствор молочной сыворотки для обработки огурцов по листу. 2 литра теплой свежей сыворотки растворить в 10 литрах теплой воды и обильно опрыскать растения с обратной стороны листьев и почву вокруг. Также действенной мерой будет обработка по листу раствором бордоской жидкости или раствором хлорокиси меди. Как готовятся такие водные растворы, я рассказала в одном из своих видео о кабачках. Ссылку оставлю в описании.
Профилактическое опрыскивание от пироноспороза следует делать регулярно, каждые 7-10 дней, в течение всего периода вегетации огурцов, до поздней осени, если вы хотите сохранить плодоношение огуречных лиан. После таких процедур через 2-3 дня рекомендуется сделать внекорневую подкормку огурцов, чтобы повысить иммунитет и вдохнуть новые силы в растения. Я готовлю иммуноповышающую внекорневую подкормку так. На 10 литров теплой воды беру 5 грамм аммиачной селитры, 10 грамм суперфосфата и 5 грамм сульфата калия. Опрыскиваю растения по листу в первой половине дня, в теплую погоду, когда температура воздуха держится в пределах плюс 20, плюс 24 градуса Цельсия. Напоследок хочу заметить, все эти меры профилактики вполне уместны, если вы хотите избежать любого грибкового заболевания огурцов. Они вполне работают и против настоящей мучнистой росы. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы и другие зрители могли воспользоваться полезной информацией, как избежать пироноспороза на огурцах. Спасибо за просмотр!